Бойцовский клуб со своими убийствами, драками, взрывами. По своей глубинной сути один в один мультик Pixar. Стой, что? Вообще не критика общества потребления. И заставить людей говорить о том, что это антипотребительская болтовня сумасшедшего шизофреника. А клуб, каким мы его знаем, был снят только потому, что один 7-летний мальчик посмотрел вот этот фильм. Раз, два, три, начали. А теперь ближе к сути. Смотри, того самого бойцовского клуба, который мы знаем, могло и не быть, если бы не один конкретный человек. Изначально студия 20 век Fox планировала этот фильм как очень локальную работу с бюджетом всего в $3 миллиона. Может показаться, что это много, но для сравнения, посмотри на бюджеты фильмов, вышедших в тот же год. Все могло закончиться именно тут. Что? Но в один момент в офис буквально врывается мужик и говорит: «Постойте, это должен быть огромный блокбастер с голливудскими актерами. А это, на первый взгляд, невероятно сложная история станет легендарной». Все очень заинтересовались. И он ушел на год. Бесплатно разрабатывать графики, раскадровки, концепции, каст актеров и сценарий будущего, вошедшего в историю фильма. Того самого бойцовского клуба. Этим мужиком был Дэвид Финчер, режиссер, к фильмографии которого хоть раз, но прикасался каждый. Спустя год он возвращается в студию. Мы положили эту огромную папку на стол и сказали: вот он. Все планы на столе, итоговый бюджет $63 миллиона. В главных ролях Брэд Питт, Эдвард Нортон и Хелена Бонем Картер. Идет. Спустя 138 дней съемок фильм наконец готов, и его представляют на Венецианском кинофестивале. Мы сидели рядом с главой фестиваля. Фильм начался, и в зале стояла мертвая тишина. А вот еще одна особенно оскорбительная шутка от героини Марлы. И в этот момент он просто встал и ушел. Она посмотрела на меня и просто ушла. Я помню. На премьере никто ничего не понял. А в прокате фильм полностью провалился. Спустя 10 лет в Нью-Йорк Таймс выйдет статья, в которой бойцовский клуб назовут определяющим, культовым фильмом нашего времени. С момента релиза прошло 25 лет, составлены 1000 рецензий и разборов на бойцовский клуб. Но одно обстоятельство чуть ли не вводит меня в ступор. В осмыслении фильма все упускают влияние одного человека, буквально создавшего тот мир, который мы вспоминаем при упоминании бойцовского клуба. Фильмы должны воздействовать на зрителя. Согласен. Я так устал от идеи, что кино — это просто развлечение или десерт. Я убежден, что через призму жизни Дэвида Финчера, его взгляда на мир и того, как он создает свои работы, ты сможешь намного лучше понять, что же за фильм ты на самом деле посмотрел. И почему эти 139 минут настолько сильно впечатались в массовое сознание. Сейчас киностудии, я думаю, хорошо понимают, что работает. Они не хотят, чтобы зрителям было некомфортно. Я утверждаю, что бойцовский клуб — это не критика общества потребления. Люди рабы своих вещей. В глубине клуб — это самая добрая и жизнеутверждающая история, показанная на киноэкране за всю историю кинематографа. Забайтил так забайтил. Ну и напоследок. Я считаю, что люди извращенцы. Я всегда так считал. Это основа моей карьеры. 64 год. Когда Дэвиду было всего 2 года, семья переехала в Калифорнию. Буквально на соседних улицах от дома Финчеров Коппола снимал «Крестного отца». Ты пришел к Дону Корлеоне, чтобы я восстановил справедливость? Но просишь без уважения. А всего через пару домов от него с начала 70-х поселился Джордж Лукас, автор культовых «Звездных войн». Ты убил моего отца! Нет, я твой отец. На самом деле, если перечислять все фильмы и сериалы, которые снимались вокруг Финчера, ролик будет идти 2 часа. Просто зафиксирую мысль о том, что кино было повсюду. В 7 лет, случайно, мальчик посмотрел, как создавали вот этот фильм «Буч Кэссиди» и «Санденс Кид». И он был в глубочайшем шоке. Оказывается, 2-часовой фильм могут снимать много месяцев, а не 2 часа. И ему стало невероятно интересно, что такое кинематограф. Я думаю, 7-летнего мальчика, к тому же еще и без интернета, очень легко впечатлить. Кино — это все, чем я хотел заниматься. И я вырос в идеальное время и в идеальном месте. Молодой Финчер выпросил у родителей камеру и все свободное время проводил за съемкой своих фильмов и рисованием.
А в 14 Дэвид четко понял, что хочет стать именно кинорежиссером. Середина 80-х. Интернета все еще не существует. Связи и больших денег у семьи тоже нет. И огромным везением является тот факт, что мальчик попал буквально в сердце мирового кинематографа. Как тут в один день родители принимают решение о переезде. Переезде в город Ашланд, на границе штата Орегон. Дэвид был невероятно против, но его не послушали. Мою мечту насильно отобрали, а меня будто посадили на цепь. Когда я понял, что родители не образумятся, стало ясно, что делать все придется самому. Тогда я, тощий ботаник, мечтающий стать режиссером, составил план и начал его выполнять. С этого момента Дэвид делал все для того, чтобы приблизиться к миру кино. В школе Дэвид занимался организацией в актерском кружке, а каждый вечер до глубокой ночи работал киномехаником. Эта работа позволяла ему смотреть фильмы бесплатно, причем сколько угодно раз. Позже он даже смог пробиться на местный новостной канал, где каждую субботу был помощником продюсера. Это позволяло ему своими руками работать с огромными дорогостоящими камерами и что-то на них снимать. К чему я веду? Именно в это время начал закаляться характер будущего режиссера. Вдумайся, в 14 лет он выбрал вектор, которого придерживался всю оставшуюся жизнь, и принял четкое решение. Я точно буду режиссером, и мне все равно, сколько сил я на это потрачу. Когда Дэвиду было 16, родители решили провести с ним очень важный разговор. Расскажи, чем ты собираешься заниматься дальше? После окончания школы я вернусь в Калифорнию, устроюсь в компанию ELM, займусь телевизионной рекламой и перееду в Лос-Анджелес, где буду снимать продолжение к моим любимым фильмам. На что отец сказал: а что если это не получится? И в голове мальчика было только: я не думаю о плане Б. А если плана Б нету, тогда ничего не остается, кроме как сделать все для того, чтобы добиться назначенной цели. Лишь утратив все до конца, мы обретаем свободу. На всем пути становления Финчера есть без преувеличения десятки моментов, где он показывает свою решимость и уверенность. Это буквально та фишка, которую он прославился в киношной тусовке. Как только я пойму, что тебе нужно, я не отпущу тебя, пока ты не вернешься на вокзал. Так что я не дам тебе ни единого повода отвлечься. Посмотри на этот кадр. Падать с такой лестницы, уверен, достаточно больно. Как думаешь, сколько раз Дэвид переснимал эту сцену? 12 раз. С реальным каскадером. Это заняло 12 дублей. Но что еще больнее, в фильм вошел самый первый дубль. А теперь внимание. Каждый кадр каждого его фильма переснимается хоть 50 раз полностью, пока не выйдет идеальным. И абсолютно неважно, насколько он сложный. Был один дубль, мы отсняли его в 85-м. Там было страниц 7, и он подошел ко мне, а потом он прошел мимо меня к парню, который стоял позади меня, отодвинул его на пару дюймов, повернулся и ушел, похлопав меня по спине. Он будет ждать, пока мы все не станем лучшими, какими только можем быть, в тот особенный момент, когда все сойдется воедино. Все знают, что если Финчер чего-то хочет, он этого добьется. 96-й год. Дэвид Финчер уже известный режиссер. У него за плечами один крутейший проект, второй, около провальный. И прямо сейчас готовится к выходу еще один его новый фильм. В это время его агент занимается ресерчем разной информации, контактом с разными людьми, поиском историй. И в один день агент Финчера дает ему книгу. И очень настаивает, чтобы он ее прочел. К тому моменту Дэвид по 12 часов в день монтирует новый фильм. Да и в целом он очень не любит читать. Финчер прочитал ее за ночь. Утром он перезвонил и сказал: «Мы должны это купить». А агент ему ответил: «Права уже купили 20 век Фокс. Мы опоздали». И в эту секунду мир Дэвида обрушился дважды. Как видно, бывает и такое. И ее купила компания Fox. И я помню, как подумал, вот и все. Понятное дело, что с правами придется помучиться. Главная проблема в том, кто конкретно купил. Вместе со студией 20 век Фокс Финчер снимал свой первый большой фильм «Чужой 3». Из-за решений студии процесс создания картины превратился для Дэвида в ад. Он ушел из проекта, как только фильм был доснят, и даже не принимал участия в монтаже. Из фильма в итоге вырезали 40% всех сцен. Считай, полностью его перекроили. И от режиссерского видения там мало что сохранилось. Финчер публично открестился от этой работы, заявив, что это вообще не его фильм, и с таким он больше никогда не свяжется. Во всем мире нет человека, который бы ненавидел этот фильм сильнее меня. И теперь
теперь, если он хочет снять «Бойцовский клуб», ему нужно снова идти в эту студию. И он все-таки решился. Придя в Fox, Дэвид узнал, что изначально планировалась очень локальная история с бюджетом всего в $3 миллиона. Напоминаю, в ответ он выдвинул свое, крайне рискованное предложение. Я беру книгу, ухожу с ней на неопределенный срок, а когда вернусь, мы снимаем масштабный блокбастер с огромным бюджетом. Fox на удивление согласились, и он ушел. Никто не знал, насколько конкретно. Может, он вернется через месяц, а может и через 5 лет. Через год Дэвид приносит Fox График, бюджет, актерский состав, раскадровки и сценарий. итоговый бюджет $63 миллиона. В главных ролях Брэд Питт, Эдвард Нортон и Хелена Бонем Картер. Кладет все это на стол и говорит: у вас есть 3 дня, чтобы принять решение. И Fox соглашаются. Чтобы на самом деле понять клуб, нужно понять обоих его авторов. Изначальные смыслы заложены автором книги Чаком Палаником, и они настолько впечатлили Дэвида Финчера, что книгу он прочитал залпом за ночь. Но фильм не полностью повторяет книгу. Около 40% всех сцен не было в оригинале. Логичной реакцией автора на такое количество отсебятины, конечно, будет возмутиться, но после премьеры Чак Паланик сказал: фильм лучше моей книги. Я расскажу, как Финчер сделал историю настолько цепляющей, и что вы точно не заметили, но совершенно точно почувствовали при просмотре фильма. А каждый прием, который использует Дэвид, лучше раскрывает не только киномир, а характер режиссера. А самое главное то, как он повлиял и на смысл фильма. Вы знаете, мы затронули столько вопросов, но особенно благодаря голосу Финчера и Чака. Сейчас я покажу тебе один из основных приемов Финчера. Внимательно посмотри на этот кадр. Еще раз. Вот он. Игра актеров — это не единственная причина, по которой каждый кадр своих фильмов он может переснимать десятки раз. Я, посмотрев все фильмы Дэвида, ни разу осознанно не обратил на это внимания, но каждый раз чувствовал, что что-то тут интересное, что-то тут не так. Присмотрись к этим движениям. Камера идеально движется и будто следит за актером в кадре. Останавливается актер, кадр тоже замирает. Так вот, почти все движения камеры у Дэвида идеально совпадают с движениями актера на экране. И это полностью погружает меня, как зрителя, в историю. Мало того, что я в целом, как человек, склонен ассоциировать себя с главным героем, так я еще и буквально иду вместе с ним. Я действительно будто чувствую каждое, даже самое незначительное движение. Согласно философии Финчера, то, как человек двигается, полностью передает его мотивы и переживания. Мы видим расслабленность и уверенность в себе, в том, как Марло просто идет по кухне. Или буквально бежим за бегущим героем. Сравни этот кадр и вот этот. Думаю, разница ощущается очень наглядно. Но это далеко не все, что Дэвид закладывает в движение камеры. Ты совершенно точно вспомнишь такие моменты в тонне фильмов. Огромное напряжение. Герои переживают. Часто на заднем плане слышен звук тяжелого дыхания, а камера трясется, будто человек видит нечто своими глазами или держит камеру в руках. В целом, так эти сцены и снимаются ручной камерой. Это тот прием, который используют почти везде. И почти ни в одном фильме Финчера вы его не найдете. Если сложить все сцены, снятые ручной камерой, внимание, во всех фильмах Дэвида, таких сцен выйдет меньше 30, при том, что обычно в одном фильме 1000 кадров. И вот почему. Мне нравится идея всеведения. Камера просто идеально подходит для этого, а потом она как бы переходит в другое место. И в ней нет ничего человеческого. Это очень похоже на то, что происходящее было предрешено. Он избегает того, чтобы зритель подумал, что камерой управляет человек. Камера в его вселенной видит все. А вот персонаж далеко не всегда. Потому что каждый кадр каждого его фильма устроен настолько четко, что в нем нет места лишним и случайным движениям. Финчер никогда не двигает камеру, если этого можно избежать. А каждый актер в каждой сцене идет строго по прописанной траектории, чтобы идеально передать даже самые малейшие его движения камерой. Думаю, ты уже и без меня понял, что Финчер — это синоним слова перфекционизм. И определяющим фактором в этом перфекционизме является его личное видение. Посмотри на эти два кадра. Зная всю эту движуху про перфекционизм, как думаешь, где в этих двух кадрах спряталась компьютерная графика? Так вот, компьютерной графикой тут изменен пробор у главной героини.
Да, вот эта вот маленькая штучка. Для того, чтобы при стыке двух кадров из разных дублей, они идеально сходились. Честно говоря, это было бы последнее, о чем я подумал, смотря татуировку дракона. Но даже над этим он решил запариться. Его невероятный перфекционизм выражается во всем. И в том числе в подборе команды и каста актеров. У меня сегодня ролик про бойцовский клуб. Поэтому возьмем в пример рассказчика и Тайлера. Рассказчик — это неуверенная, нерешительная и слабая личность главного героя, в то время как Тайлер — сильная, смелая и решительная. Это можно понять, даже если смотреть фильм без звука. Каждый раз Тайлер как бы находится над рассказчиком. Но самое интересное, что вот такая тщательная, буквально лимбическая проработка каждого героя — это не игра актера. Финчер подобрал каст настолько точно, что вне съемок актеры находятся в тех же ролях, что и персонажи. Эдвард слегка скован и аккуратен, занимает минимум пространства, в то время как Брэд занимает максимум места. Очень уверен, и именно он инициирует любой телесный контакт. Этот эффект дополняется еще и тем, что во время съемок фильма Эдвард специально худел, а Брэд в то же самое время качался и набирал массу, чтобы обозначить то, как сильный Тайлер питается от слабого рассказчика. Приготовься, сейчас будет магия. В фильмах Финчера есть еще более незаметная, буквально подсознательная часть продакшена, которая задает без преувеличения большую часть всей атмосферы любой его картины. Звук — это портал в сознании другого человека, и если мы не воспользуемся этим доступом, то будем глупыми и нам лучше умереть. Смотри, это Рен Клайс, человек, ответственный за весь саунд-дизайн в фильмах Дэвида. Работа Рена со звуком — это то, что производит огромную часть той самой магии Финчера. Я должен сказать, что во время всего процесса я отдаю должное Рен, потому что когда мы увидели, какую музыку они выбрали, мы были просто ошеломлены. Работа со звуком — это в первую очередь работа с нашей бессознательной частью. В каком-то роде даже, не пугайся этого слова, эзотерика. Потому что мы, будучи зрителями, не можем четко объяснить, почему те или иные приемы вообще на нас влияют. Работа со звуком — это именно про очень тонкое чувство, часто настолько магическое, что даже сам автор не может понять, почему этот звук обязан стоять в этом месте именно так. Послушай этот момент. Как еще выделиться среди миллиона людей, получивших высший балл за единый экзамен? Они что, сдают единый экзамен? Они нет. Я уже не о китайцах говорил, я имел в виду себя. Он несколько отличается от того, как обычно делают в фильмах. Когда ты микшируешь звук для фильма, есть тенденция все это убрать и сделать так, чтобы диалоги были четкими, чтобы мы все слышали. И даже работая с таким профессионалом, как Рен, Дэвиду абсолютно похуй на стандарт кино. И если он хочет сделать по-своему, он сделает по-своему. А Дэвид Финчер приходил и говорил: мне это не нравится. Это слишком похоже на театральную постановку, слишком похоже на фильм. Я хочу, чтобы это звучало как в реальной жизни, и чтобы было шумно, было шумно. Давайте соберем всю эту картину воедино. Финчер всеми силами топит за реалистичность, заставляет актеров вживую переигрывать по 50 раз каждую, даже самую сложную сцену. Камера в его фильмах точно повторяет даже мельчайшие движения актера, чтобы передать его настоящие эмоции. Мы помним, что Дэвид перфекционист и хочет добиться максимальной реалистичности всего, что видит и слышит зритель. А теперь важный вопрос. Ты вообще заметил графику в «Бойцовском клубе»? Подумай. Или в любом другом фильме Финчера. Понятное дело, что есть моменты, заведомо не скрывающие графические эффекты, как, например, маршрут до заминированной машины или начальные титры внутри организма рассказчика. Но таких кадров даже не 1% от всего фильма. Так вот, повторю вопрос. Ты вообще замечал графику в фильме? Посмотри вот на эту сцену. Как думаешь, что здесь сделано искусственно? Так вот, вся эта сцена смоделированная. И почти в каждой сцене его фильмов есть компьютерная графика. Абсолютно вся кровь в его фильмах не просто не настоящая или бутафорская, а буквально нарисованная на компьютере. А локации часто полностью создаются на постпродакшене. Финчер за реализм и добьется его любыми способами. Честно, я, посмотрев все его работы, узнал о таком подходе к компьютерной графике только когда собирал материал для этого эссе. Визуальные эффекты Финчера всегда именно служат истории, они не для того, чтобы их заметили. Так вот, почти все компьютерная графика.
В начале этого эссе я показал небольшой отрывок из одного интервью. У этого отрывка есть продолжение. Что тебе нравится смотреть, когда ты тратишь $950 и идешь в кино? Я обожаю компьютерную анимацию. Мне нравится, что делает Pixar. Визуальное повествование, которое не обременено компромиссами. Что? Вы же помните, что Pixar буквально знамениты тем, как они стремятся к максимальному реализму своей картинки, при этом создавая мультики и используя компьютерную графику. Широко известный с недавних пор Pixar Look. И очень важной деталью является то, что Дэвид выделил не только компьютерную анимацию, но и то, что Pixar делают то, что на самом деле хотят, как и Финчер. Делает все ровно так, как он хочет, без компромиссов. И это проходит единой мыслью сквозь все его режиссерские приемы. Он перфекционист, и каждый, кто с ним работает, станет частью его картины. Эта непоколебимая уверенность в себе наводит меня на одну очень интересную мысль, что Дэвид изначально поверил в бойцовский клуб потому, что смыслы Чака были невероятно близки ему самому, исходили с его философией. Вы знаете, мы затронули столько вопросов, но особенно благодаря голосу Финчера и Чака. И тут он понял, что эту историю рассказать, а самое главное дополнить, должен именно он. Независимо от того, насколько это настоящее или поддельное, ты должен быть уверен в себе. Потому что люди таковы. Им нужен тот, кто точно скажет, что мы собираемся делать. И это правильно. У меня есть к тебе один вопрос. Тебе же тоже показалась странной сцена с клубом поддержки? В том плане, что кем надо быть, чтобы придумать вот это? Я расслабился. Полное самозабвение. Тьма, тишина и полноценность. Я обрел свободу. В процессе сбора информации я узнал, что Чак Паланик не придумал эту сцену, а пережил. После того, как он закончил колледж, все связи резко потерялись. Еще вчера ты общался с группой из 20-30 человек каждый день, а сегодня вас больше ничего не связывает. Это было самое тяжелое время в моей жизни. Я только что закончил колледж и работал на работе, которую ненавидел. Я был в таком отчаянии. И тут кто-то сказал мне: «Приходи в нашу церковь». А я очень хотел быть с людьми, поэтому пошел. В этой церкви было некое дерево заданий. Как-то раз Чак сорвал одно и прочитал: «Пригласи пациента хосписа на свидание». Если вдруг ты не знаешь, хоспис — это место, где находятся умирающие пациенты, которых уже невозможно вылечить и спасти. И максимум, который можно сделать, это облегчить их страдания. Чаще всего желанием умирающего человека было отвести его на собрание группы поддержки. Паланик выполнял это желание, и ему приходилось оставаться на этих собраниях. И тут он обнаружил нечто уникальное. А зачем тебе это? Не знаю. Когда думают, что ты умираешь, тебя правда слушают, а не только... Ждут своей очереди заговорить. На самом деле эти встречи просто игра. Игра для людей, которым надоела их обреченная жизнь в уединенной палате хосписа. Способ почувствовать, что ты не один. Не только у тебя есть такая проблема, и не только ты умираешь. Потому что она имеет право. О. Давайте поблагодарим Томаса за то, что он поделился с нами. Спасибо, Томас. И после этих встреч, по сути, ничего не менялось. Но обыденная обреченная жизнь звучала куда легче. Так вот, бойцовский клуб — это по аналогии ровно такая же игра. Правила бойцовского клуба — это игра. Я смотрю на вас, смотрю и вижу новые лица. Тихо! Это значит, вы нарушили первое и второе правило клуба. Игра для людей, которым надоела их обреченная жизнь на скучной работе. Способ почувствовать, что ты не один. Не только у тебя есть такая проблема, и не только ты умираешь. Только там каждый понимал, что он живее всех живых. Способ, даже хоть всего на несколько часов, забыть о скучной жизни. Совершенная форма эскапизма. И после этих встреч, по сути, ничего не менялось. Но обыденная обреченная жизнь звучала куда тише. После боя громкость звуков, сопровождавших все прочее в жизни, снижалась. Что? И все становилось по силам. Правила клуба кажутся бессмысленными, так как они и правда бессмысленные. Они просто создают границы игры, как полото лава. Все же мы понимали, что это не так, но с такими правилами играть куда интереснее.
И что самое интересное, это правда работает. У Боба действительно рак. Он правда умирает. И он в бойцовском клубе. А третье правило... Боб, я ведь в клубе. Посмотри на лицо, Боб. Вот здорово. Что говорит нам о том, что клуб помогает ему куда больше, чем группа поддержки. Я чувствую, что персонаж должен что-то сказать. Даже если это неправильно, по крайней мере, они хоть что-то говорят. Берут на себя ответственность за свою точку зрения. Все, что я рассказывал о Дэвиде и Чаке, было подводкой именно к этой, на первый взгляд, невероятно абсурдной мысли. Как это бойцовский клуб может быть мультиком Pixar? Давай разберем, что вообще представляют из себя мультики Pixar. По сути, это проводники простых и важных жизненных советов через историю. И неважно кого. Человека, животного, игрушки или робота. Так вот, бойцовский клуб еще ярче, чем мультики Pixar. Вносит нам в сознание идеи, если хорошо вдуматься в которые, можно не метафорически горы свернуть. Это не похоже ни на что я видел раньше. Это уникальный и сложный фильм. Сейчас давай предельно честно. Прошло 25 лет, и я вижу некоторую предвзятость при обсуждении очередного нового философского подтекста клуба. Но все же у меня есть свое видение на философию, оставленную Чаком и Дэвидом в этом фильме. Попробуй прямо сейчас внимательно прислушаться, исходя из всего того, что я уже сейчас тебе рассказал. Вот он, мой любимый момент из бойцовского клуба. Кем ты хотел стать потом? Ответь ему, скорей! Ветеринаром. Животные. Да, животные. И все такое, ясно. Если за 6 недель ты не выучишься на ветеринара, ты умрешь. Беги домой. За каким хреном надо это делать? Завтрашний день будет самым дивным в его жизни. Завтрак покажется ему вкуснее любых деликатесов. Тайлер наставляет пистолет на продавца и заставляет его буквально решиться на жизнь. Ведь в каждом из нас есть личность, есть искренние желания, не продиктованные обществом. Со всеми это бывает. Люди видят себя такими, какими они хотели бы быть. В отличие от тебя, им не хватает смелости. Но решиться на жизнь, похоже, обычный человек может только под дулом пистолета Тайлера. В каждом есть Тайлер. Финчер буквально говорит репликами Тайлера. Ведь он смог решиться жить так, как ему хочется. Снимать свои фильмы исключительно так, как ему нравится и как он это видит, а не как ему сказал кто-то. Он понял это еще в 14 лет, по факту в детстве, пока общество еще не успело навязать ему свою мораль. Но я думаю, что сейчас целое поколение молодых парней выросло, не участвуя в драках на школьном дворе. Ну вот откуда в книге берется идея, что мы все зрители, что мы больше не участвуем. Мы сидим перед телевизором или на кожаном диване и ничего не делаем. Что если я скажу тебе, что фильм — это не критика общества потребления? При всех совершенно явных посылах о преобладании брендов над человеком, там лежит столь же очевидная, но чуть более глубокая мысль. Бойцовский клуб — это не критика общества потребления. Это критика внутренней пустоты, слабости и трусости. Ведь потреблять — это неплохо. Общество потребления — это неплохо, ибо любое общество — это прежде всего общество потребления. По-настоящему плохо, когда кроме потребления в тебе ничего больше нет. Каждый живой организм стремится потреблять, накапливать максимальное количество ресурсов. Давай представим ситуацию. Если бы тебе дали кнопку, при каждом нажатии на которую тебе бы давали $100, но действует она всего неделю, ты бы вероятнее всего провел всю неделю за тем, чтобы ее нажимать. Я тоже. Мы физиологически стремимся накапливать блага, потреблять для того, чтобы остановить внутреннюю энтропию, отодвинуть смерть и финальный распад. Посмотри, эта белочка будет брать любое количество орехов, даже если они уже не будут помещаться за ее щеками. Она спрячет первые орехи и будет возвращаться за добавкой до тех пор, пока орехи будут давать. Посмотрите, вот же она, настоящая критика общества потребления. Задумайся. Ведь дорогая кожаная куртка не мешает Тайлеру быть личностью и по-настоящему решаться на жизнь. Но почему же так важно все-таки решиться на жизнь? Сначала ты должен смириться. Ты должен признать, без страха, признать, что ты когда-нибудь умрешь. Почему я так заостряю на этом внимание? Многие могут думать, что понимают это,
Но нет. Истинное осознание смерти ведет к тому, что каждая секунда жизни бесценна. Тебе никогда не будет столько же, сколько сейчас. Твое время – это единственный невосполнимый ресурс. Ты не понимаешь, что эта жизнь закончится, что когда-нибудь у тебя обязательно появятся седые волосы. Потом ты станешь перманентно более уставшим. Все это не ощущается. Если бы ты смог увидеть, что ты жалеешь себя, что тебе не хватает сил не жалеть себя, то есть ты слабак. Человек теряет жалость к себе только когда осознает, что жизнь по-настоящему конечна, фатальна, и с этим не договориться. Так зачем себя жалеть, если все и так закончится самым страшным? Как я могу снять фильм, если Голливуд не заплатит за это? Это как будто у тебя нет айпада, у твоих родителей нет айпада, у кого-то из твоих друзей точно есть айпад, иди и снимай свой фильм. Нет никаких оправданий. И тут, конечно же, речь совсем не про съемку и не про айпад, а про то, что каждый, покуда он жив, действительно может стремиться к своей мечте. Снимать может каждый. Съемка — это дело всей жизни Дэвида Финчера. И через это он говорит, каждый может заниматься тем, что ему по-настоящему дорого. Нет никаких оправданий тому, что ты не тот, кем мечтал стать в 14. Я вот с самого детства хотел снимать крутые ролики. Что тебе самому больше всего нравится смотреть? Компьютерную анимацию? Pixar? Наберитесь отваги, пробуйте, экспериментируйте. Не позволяйте никому загонять вас в рамки. Единственные ваши рамки — ваша душа. То, что я говорю, правда. Готовить может каждый, но лишь бесстрашные достигают величия. Вам действительно нужно посмотреть это еще раз. У меня все.